Всем привет, это канал Сеймей, культ фигурного катания, и я рада вас видеть на своем канале. Я безумно рада и благодарна тому, что после последнего моего ролика, который был посвящен горячей фотосессии Юдзуру для японского журнала Elle, вызвал бурю эмоций, очень много подписалось на меня людей, в том числе из Японии. Я, конечно, безумно благодарна, я не знаю, постараюсь сделать японские субтитры, если это возможно, чтобы вы были намного ближе ко мне, я была намного ближе к вам и радовала вас контентом. Я надеюсь, что вы немножко оправились после фотосессии и после жарких выступлений Юдзуру на Fantasy on Ice. И сегодня я хотела бы снова вспомнить фэнтези и вспомнить последний день, третий день в городе Кабе, который, на самом деле, был очень эмоциональным, очень таким искренним, живым, потому что был посвящен проводам нашего тоже любимого американского фигуриста Джонни Вееру. На самом деле, много отношений к Джонни. Я хотела бы вспомнить некоторые моменты, сказать свои какие-то мысли, и всегда я рада тому, что вы скажете «да», обо всем этом в комментариях, как вам отзывается Джонни Вейер, как вам отзывается Юдзуру в любом виде. На самом деле, господи, у меня уже столько роликов пошло про Юдзуру. У меня есть план контент, где я хотела про Камилу Валиеву, про Александру Трусову, про американцев, их отношения к российским спортсменам. Но у меня все время Юдзуру. И, кстати говоря, у меня есть классная новость. Этот ролик такой хаотичный, такой сумбурный, но мне так нравится, но я хочу поделиться с вами этой новостью. Я заказала 2 журнала Elle Japan с горячими фотографиями Юдзуру. Конечно, придут они ко мне вообще не скоро, где-то через 2 месяца, но в целом у меня на руках будет такая красота. Я вам обязательно покажу, расскажу, поделюсь. Ну а мы давайте с вами, начнем разговор про Джонни и Юдзуру. На самом деле в этом году Fantasy on Ice меня не очень сильно порадовал. Хотя на самом деле я под большим впечатлением от прокатов Стефана Ламбьеля, Юдзуру, конечно же, и Джонни Вейера. Я Джонни Вейера люблю с 2010 года. Я очень поздно познакомилась с его творчеством только во время Олимпиады в Ванкувере в 2010 году. И на самом деле тогда он оставил такое неизгладимое впечатление на меня, потому что вот эти его прекрасные тонкие линии, его короткая программа I Hate You, I Love You с этими розовыми рюшами, это было такое настроение, его произвольная программа, если не ошибаюсь, что связано с Лебедем, настолько он душевно ее откатал, настолько он чувствовал музыку, настолько изящно были его движения, что я подумала, боже, почему я пропустила тебя, как так получилось? Но у меня вообще, я помню, было время с 2002 года по 2010 год, когда я, в принципе, выпала из фигурного катания, и очень-очень зря. И тогда я искренне негодовала, почему Джонни не получил первое место на Олимпиаде в Ванкувере. Ну, на самом деле, я негодовала, почему Плющенко был второй, а Лайсичек первый. Но если сравнивать Лайсичека и Джонни Вейера, то Вейер, по моему мнению, был куда выше его, потому что, тоже тройные прыжки без четверного. Потом я, конечно же, смотрела кучу просто программ Джонни, и во время Олимпиады в Турине, где он реально мог забраться на пьедестал, но у него не получилось. И его Отонал, который до слез, очень я запомнила его программу под музыку из мюзикла «Шахматы», «Иисус Христос суперзвезда», если не ошибаюсь, и такой был прокат. Вообще Джонни, он всегда был такой разноплановый, но он всегда про тонкость, он всегда про легкость. И, конечно же, его хейтили за чересчур женственность. Мы понимаем, что человек другой ориентации, и это его личный выбор, мы не должны вмешиваться, и он такой вдохновитель, что ли, немножко женской энергии в мужских прокатах. И, конечно, это было несправедливо, что только из-за его каких-то личных моментов, его как будто бы опускали. То есть Джонни, он не стал олимпийским чемпионом, он никогда не забирался на пьедестал Олимпиады. В чемпионате мира, по-моему, у него что-то было, но он не становился чемпионом мира и прочее. Но это уникальная ситуация, когда человек без каких-либо супер мировых рекордов, медалей все равно получил невероятную фанатскую любовь, фанатскую поддержку, и у него действительно армия поклонниц и очень много групп в соцсетях, посвященных его творчеству.
Джонни обожал русскую культуру, он спокойно, свободно говорил на русском языке, часто приезжал в Москву, часто приезжал на шоу. Я очень, конечно, разочарована этим планом, что я не успела вот сходить на эти мероприятия, увидеть вживую катание Джонни. Как-то вот это осталось у меня. Я посмотрела кучу его интервью. На самом деле для меня это такой уже родной человечек. И, конечно же, мне было приятно, когда Юдзуру говорил, что вот его такие, скажем, кумиры, да, то есть он фанат сам Евгения Плющенко и Джонни Веера, да, потому что вот Джонни, он, по сути дела, как бы посвятил, можно и так сказать, свою короткую программу «Отонал». И все это было так классно, так здорово, пока, что-то не поменялось. Да, и я думаю, что все это началось с Олимпиады в Пекине, с этой ситуацией с Камилой Валиевой, с допингом, когда после командных соревнований что-то там они якобы обнаружили, начали невероятную травлю против 15-летней девочки. И Джонни, как я поняла, во время произвольных прокатов девчонок в личных соревнованиях он демонстративно не комментировал этот прокат и сказал, что слава богу, что она там упала или что-то в таком духе. После этого, конечно же, у многих как будто бы пелена спала на Джонни, а после всей политической ситуации понятно, что Джонни как-то совсем абстрагировался от России и как-то не упоминает о ней, но это как бы опять личное дело человека. По-моему, весной этого года он заявил о том, что он завершает вообще свою профессиональную деятельность, и это безумно жалко, на самом деле, он хочет сосредоточиться на работе тренером или хореографом. И для меня это было, на самом деле, вот весной я не воспринимала это всерьез. Написал в соцсетях и написал. Потом он поехал на Fantasy on Ice, и я посмотрела на его программы Creep и Лунная дорожка Клода Дебюсси. И я подумала, боже, человек, ты такой невероятный. То есть ты всегда был про эпатаж, ты всегда там Леди Гагу включал с перьями, с какими-то яркими образами, а ты на самом деле очень тонкий, чувствующий человек, артист, фигурист, и это все. Ты больше катать не собираешься, серьезно. И вот последний день, третий день КОБ, когда официально с Джонни прощались, после каждого проката он рыдал, и, понимаете, я рыдала вместе с ним. То есть я могла тоже как бы обидеться на тот факт, что он разорвал нити с Россией. Он всех поблагодарил за свою вот эту творческую жизнь, но почему-то не упомянул Татьяну Тарасову, что было обидно. Но вот я смотрела на Джонни, на то, как он катает спустя столько времени, ему 38 лет, на то, как он делает прыжки, на то, как он всего себя отдает льду, зрителю, и у меня мурашки, я плакала, я рыдала. И, конечно же, вот эти кадры, когда все прощаются с Джонни, и Нобунари Ода там стоит, рыдает, Юзуру, у него плечи просто вздрагивают, он рыдает. А потом уже во время закрытия Fantasy on Ice просто все окружили Джонни, все там слезы, Юзуру с большим букетом белых роз вышел. И, конечно же, он станцевал кусочек из Отонала. Я сначала вообще не поняла, что он катает. То есть я такая, Отонал, а я обожаю эту короткую программу Юзуру. И тут я понимаю, что движения-то совершенно другие. Но это было так красиво, это было так, знаете, это было так тепло, потому что Юзуру — это фанат. То есть это ситуация, когда вот твой кумир завершает, и ты рыдаешь. Помните у нас 19 июля прошлого года, где мы все рыдали от того, что Юзуру объявила о завершении спортивной карьеры? Мы же там в стельку рыдали. Вот то же самое, возможно, испытывал Юзуру. И когда он станцевал Отонал, руку там в сторону вывел, и потом он просто зарыдал, мне хотелось обнять его, этого малыша, и просто сказать: успокойся, успокойся. Джонни к нему вышла обниматься, они там оба прорыдали, потом еще рыдали. И мне понравилось, что Юзуру в самом конце, обычно же он всегда кричит аригато и последним уходит, а здесь он как-то вместе с Джонни, и последнее внимание зрителей он оставил для Джонни, и он последним-то и вышел. Вообще, я подумала, знаете, еще вот что через 10 лет, возможно, Юзу нам тоже скажет, что все, ребята, я завершаю профессиональную карьеру, я буду тренером, больше не буду кататься, и тогда мы с вами тоже будем рыдать, как ненормальные.
Вообще, не знаю, как-то вот это выступление в КБ, вот эти все эмоциональные качели, которые я испытала, я там прорыдалась так хорошенько, я не знаю, у меня голова уже разболелась, я там до ночи вспоминала прокаты Джонни, я вспоминала, как это здорово было, какие все-таки моменты переживали люди, и так было, знаете, такая светлая грусть у меня была, и это было невероятно до мурашек. Большое спасибо, Джонни, за такую карьеру. Да, возможно, это не то, что ты хотел в самом начале своего пути, но посмотри, как вообще провожали тебя, какими аплодисментами тебя осыпали, какие цветы, букеты, веночки тебе дарили. Сколько раз в каждом городе, куда ты приезжал, где бы ты ни выступал, ты видел восторженные взгляды, ты получал невероятные, мне кажется, лучи света, какую-то очень позитивную энергию, и это дороже любых олимпийских медалей, любых вот этих нервов, которые, конечно же, Иисус всем помотал и так далее, и так далее. Ты, безусловно, в нашем сердце, Джонни, как бы ты ни относился к России, к отдельным каким-то спортсменам, к отдельным ситуациям, я постараюсь отделять человека, личность и его творчество, да, его какие-то убеждения и то, что он делает для поклонников по всему миру. И, конечно, мне хочется опять Юцуру сказать: не плачь, не плачь, котейка, и давай катай, несмотря ни на что, дальше радуй нас. Вообще, на самом деле, после КБ я еще подумала, какой невероятный Юцуру как человек. Вот здесь уже подумала я про себя, что нам вообще учиться и учиться у него можно многому. Мы фанаты вообще, знаете, разных возрастов, разных национальностей, гражданства, разных убеждений, разных профессий, разных образований. Но Юцуру нас как-то так всех объединил, и он показывает пример того, как можно становиться лучше, какой вот он искренний, да, он может вам включить горячую фотосессию на Эль Джапан, где он такой с убийственным взглядом, весь такой неприступный и прочее, и в то же время, посмотрите, как он плачет, когда уходит из карьеры его любимый артист и фигурист, как он обнимается, как он на коленке встает, как он не безразличен к чужим каким-то трагедиям, к чужой беде, потому что вот сегодня вышел новостной ролик, как он объезжал регионы, которые пострадали от наводнений, как я поняла, та же ситуация там с землетрясением. К сожалению, здесь мое видео прервалось, потому что микрофон в самый неподходящий момент просто умер. И это на самом деле очень грустно, потому что я так долго рассказывала про Юцуру, так пламенно, вдохновенно, эмоционально, но техника решила, что этих эмоций слишком много на экране, и надо как-то перезагрузиться. А если продолжать свою мысль, то на самом деле, глядя на деятельность Юцуру, на то, как он помогает другим людям, как он вдохновляет поклонников по всему миру, я лично прихожу к такому выводу, что на самом деле я не такая хорошая, я не такая, как он, и мне есть к чему стремиться. То есть, конечно же, я хочу быть лучшей версией себя, и порой, глядя на него, я думаю, почему здесь я слишком эмоциональная, здесь я слишком там злая, здесь слишком обидчивая, почему здесь я не могу просто посочувствовать человеку, почему здесь я не могу сделать что-то действительно доброе, почему я ленюсь. И в данном контексте Юцуру, конечно же, является для меня личным вдохновителем, хотя я думаю, что он вдохновляет, безусловно, людей во многих-многих странах, государствах, городах и прочее. И когда в следующий раз я, например, там лежу и ничего не делаю, и вдруг у меня в соцсетях выскакивает что-то с Юцуру, я думаю, что нет, надо уже чем-то полезным заняться. И я смотрела за кулисами, на самом деле, его шоу «Гифт», «Нота Стеллата», те кадры, где он плачет, где вот он выжат уже, как лимон, все свои силы он отдал своей работе, конечно же, такие моменты просто вызывают мурашки, такие моменты говорят о том, что ты как фанатка вообще не должна так себя вести, ты должна соответствовать своему кумиру. Вообще, на самом деле,
я не жалею о том, что я стала когда-то фанаткой этого прекрасного вида спорта, как фигурное катание. Да, наша фанатская доля очень сложная, временами нервы не выдерживают, летят куда-то там в небеса, многое мы с вами переживаем за всю вот эту вот карьеру фигуристов, но оно того действительно стоит. Вот я бы ни на секунду бы не применяла эту фанатскую жизнь, если бы мне сказали отмотать все назад. Ну что, вот такое вот хаотичное, сумбурное, как всегда, видео разговорное получилось. Надеюсь, что вы немножко повеселились со мной, что вам мои мысли откликнулись или же вызвали, наоборот, какие-то другие эмоции. Обязательно всем добром делитесь в комментариях. Я всегда рада обратной связи. Ну и я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.